Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Что случится с первых дней 2026 года? На пороге каких событий вы стоите буквально со дня на день? Давайте с вами узнаем, что изменит вас, а быть может и изменит вашу жизнь. Пусть нам покажут и расскажут карты. И вот как раз на картах старинного цыганского пасьянса мы смотрим с вами события. И узнаем, что же там за события вас со дня на день ожидают. Я хочу добавить лишь, что какая-то прежняя история, хорошо знакомая, скорее всего, может быть продолжена, поскольку планета Уран, ваша планета-управитель, находится в ретро-движении, в обратном. И одновременно конфигурация Сатурна. Ну, хоть и Сатурн в прямом движении, но в 2025 он был в обратном, в ретро, и конфигурация остается прежней. Поэтому, может быть, как минимум до 4 февраля хорошо знакомая история, или, может быть, это связано с каким-то событием, с человеком, но вам, видимо, предстоит еще какое-то время заниматься. Ладно, идем вперед, давайте будем узнавать на пороге, каких событий стоят Водолеи в ближайшие дни. Что у вас там случится со дня на день? Чего ждать, да, или к чему приготовиться, может быть, и так. А вот вы тут переживаете. Кстати, это значение нематериальное. Этого может и не быть в реальной жизни. Может быть, это по поводу, почему мы волнуемся. Мы так устроен человек. Либо мы волнуемся очень часто по тем фактам, которые свершились, или те, которые предстоят. Вот так. Поэтому нужно оставаться реалистами. Может быть, это есть какие-то гости, или вы сами куда-то собираетесь в поездку, как в гости. И где-то тут себе надумали всякое разное, и пытаетесь продумать ваш план. Ну, наверное, что сложится, то произойдет. Не стройте перед собой какой-то путаницы, понимаете? Потому что, когда череп выпадает, мы всегда рискуем подзастрять в том, что именно нематериально. Мы как будто можем утратить критическое мышление. И это нам не в плюс. А тут у вас, посмотрите, что-то доброе со дня на день. На пороге каких событий вы стоите. Посмотрите. Раньше подкова это даже был как символ удачи. Но в этом пасьянсе семейное счастье. Может быть, встреча с родственниками, какие-то контакты, добрые вести. Тут что-то хорошее спешит на ваш порог или в вашу жизнь, мои дорогие. Смотрим, с чем еще будут связаны события. Что же придет на ваш порог? Ух ты, солнце. Солнце – это ясность. Вот вы можете себя, как я уже говорила, тут замучить какими-то измышлениями, размышлениями, представлениями. А реальность, она для вас складывает какую-то особую палитру. Да, наступит ясность по некоторым вопросам. Более того, это, знаете, как врата какие-то открываются, возможности появляются. Или шанс. Скорее всего, какая-то тема, которая будет связана либо с вашими родственниками, может быть, и с людьми близкими. Иногда друзья, едва ли не ближе родственники, но именно те люди, которые вхожи в ваш дом. Или, может быть, с вашей личной историей. Так вот, есть какая-то тема, которой вы будете заниматься как минимум 6-8 месяцев. Что-то вы будете продолжать. Тут не просто одномоментно, а, скорее всего, вам и нужно что-то продолжить. И при этом с кем-то не поссориться, мои дорогие. Не настаивать на своем. Будьте дипломатами, потому что нож – это всегда ссора. Ну, иногда это бывает, потому что мы видим какое-то действие или событие, вот они должны, по нашему мнению, разворачиваться именно так, вот как-то не иначе, да? А иногда судьба нам как раз и посылает эти возможности, которые подчас переворачивают нашу жизнь. И насколько мы сумеем понять, что да, это имеет для нас смысл. Вот сейчас не настаивать на своем, а сказать себе, а почему бы и нет? Вот что-то подобное. Переложите на те события или на ваши мысли. Может быть, вы хотите что-то ускорить, как ожидание, да, выпадает. Давайте посмотрим, что еще. Может быть, и ожидание какой-то встречи.
любовь выпадает. А для кого-то из вас все-таки иногда нож и сердце, как разбитое сердце. Может быть, и как раз этот момент. Более того, для кого-то из вас это очень тяжелый момент. Тут не только разбитое сердце, а какая-то грустная история, которая произошла давно. Ну, может быть, относительно давно, да, тут плюс-минус, мы все разные. Когда вы остались один или одна, когда был долгий период или какой-то сложный период одиночества. И вот вам сейчас, как фортуна идет, правда? Вот это удача. И как будто само пространство, Вселенная вам помогает, карта Солнца. Вот почему будет очень важно, ну, знаете, не быть в какой-то конфронтации, не поставить перед собой каких-то жестких табу или не поставить жестких рамок ограничений, более лобильным быть. Ну, где-то, может быть, и гибче, потому что для вас пространство, именно не побоюсь, складывает какую-то волшебную конфигурацию, с которой начнет меняться ваша жизнь или какая-то тема, как будто вы должны в ней проучаствовать, потому что это для вас качество жизни означает. И вы будете этим заниматься, как я уже сказала, 6-8 месяцев, когда разочарование уходит. А может все начинаться вот так вот криво, непонятно, и что это такое, и зачем мне это надо. Но позвольте, правда, себе хотя бы у себя, у самого или у самой спросить, а почему бы и нет? А может быть, это какой-то альтернативный вариант. Мои дорогие водолеи, вообще странно, потому что вы как раз мастера по части альтернативных вариантов. Ваш знак зодиака – это интеллект. Кто-то не видит возможностей. Может быть, я допускаю, есть какая-то ситуация, когда тысяча каких-то посторонних советов. Тогда все равно вот решайте сами. Да, продумайте, прислушайтесь к интуиции. Более того, вам судьба, мои дорогие, помогает исполнить какое-то ваше желание. И более того, ведь это корабль – один из символов Меркурия. И это символ перемен. И правда, у кого-то это поездка, либо путешествие, либо в гости, либо, может быть, и по делам, по работе, но перекладывайте на себя. Тут именно конфигурация вашей жизни, вашего жизненного ритма, может быть, распорядка дня, вообще каких-то новых направлений. Тут многое меняется. Но мы можем, знаете, вот так наотмашь сказать: нет, не хочу, не буду. И я не могу сказать, что это правильно. Решайте сами, потому что, вот как я сказала, может быть, и будут люди, которые вас будут от чего-то отговаривать. Будут, правда. О себе много не рассказывайте. Помните, счастье и удача любят тишину. Змея, что там можно ожидать? Хотя, конечно, у нас еще пока продолжается год змеи. И змея, она всегда наблюдает. Или выжидает, вот, кстати. Поэтому о себе не рассказать много – это хороший посыл. Тогда меньше путаницы будет в вашей жизни. Или буквально, чем меньше люди о вас знают, тем вы, мои дорогие, спокойнее спите. Почему нет? Но по змее, если мы говорим хозяйка года, именно наблюдает, анализирует змея. Где-то и вы включите этот змеиный режим. Он вам будет буквально помогать. Что у вас еще совпало, я смотрю. Что мы можем еще соединить для водолеев? Я не вижу больше совпадений. Давайте пойдем дальше. И узнаем, что для вас, водолеи, прояснится со дня на день. Какая тема? Что прояснится в ближайшие дни для водолеев. Достанем такую карту. И что уйдет? Или что вы завершите сами. Может быть, вы с чем-то определитесь. Как, знаете, реструктуризируете, перестроите, пересмотрите, перепишете, да? И что нового идет в вашу жизнь со дня на день, или, может быть, с новой конфигурацией вами будет продолжено. Так что ж там прояснится? Какой-то застой, какая-то, хочется сказать, замшелая ситуация, которая точно вам знакома до боли. Когда мы не могли ничего делать. Какая-то тупиковая, опять же, ситуация, часто по аркану повешенного. Я говорю, Т-образный перекресток. Ехали, вот приехали. Либо направо, либо налево. Мы и сами не хотим. Неудобно вниз головой, как минимум, висеть. Но есть ведь такое значение, основное, кстати, ведь это старший аркан.
И по этой карте ничего не происходит. Но с другой стороны альтернативный взгляд на вещи, альтернативное решение какое-то вы должны принять. Ведь человек сам себя переворачивает, чтобы увидеть какую-то тему, событие с другого ракурса. Но тем не менее пауза была. Какая-то пауза у вас проясняется. О, да тут на кону новое качество жизни, мои дорогие. Карта императрицы, смотрите, два старших аркана. Это и раскрытие ваших талантов. И если мы о качестве жизни, то вот это как раз об императрице. Для кого-то из вас какой-то поворотный момент в личной жизни может быть тоже. Но если мы говорим, Уран, ретро нам помогает. Вот именно теперь, до 4 февраля. С 4 февраля по 26 Уран останется еще в Тельце, а Телец – это вопросы благополучия, это вот императрица где-то. И здесь могут быть и вопросы работы, и у кого-то личной жизни, вопросы дома или откуда к вам приходят деньги. И здесь новая совершенно конфигурация. И когда пойдет уже после 4 февраля прямое движение, если до 4 это и была какая-то пауза, или очень быстро что-то не развивалось, то, поверьте, уже с 5 февраля там постепенно, это, знаете, как ржавое какое-то колесо истории, но оно как-то постепенно будет вращаться быстрее. События будут более точными в определениях. Или, может быть, сама по себе как бы динамика, она будет тоже увеличиваться, нарастать. Но по императрице тут действительно может быть конфигурация, связанная и с работой, и с деньгами, и с личной жизнью, и с местом пребывания. Вот все важно. И ведь это статусная карта. Вы можете на смену какой-то паузе изменить вплоть до статуса. И у кого-то это будет связано с решением финансовых вопросов, а у кого-то с переездом или личной жизнью. Что идет или что вы завершите? А вот по Луне это какая-то неопределенность. Как будто мы долгое время действительно вот были в этом неудобном состоянии. И мы не знали, получится, не получится, может быть, голову сломали, да, вот мы с этого начали. Но вот теперь нам говорят постепенно, знаете, вот как долгие сумерки или что-то неопределенное или неопределившееся, вот это уходит. Вот какая-то темнота. И ведь карта Луна, она всегда говорит, выглянет солнце, и все встанет на свои места. Но все же, пока у нас ретро-уран, я на всякий случай вам скажу, все же иногда мы, знаете, по аркану Луна избегаем толпы. Потому что вот есть такое выражение «меня несет толпа». Поэтому как минимум до 4 февраля, и если даже, ну, к примеру, на работе. Иногда бывает такое коалиции, да, какие-то одни за руководителя, другие против руководителя. Вам не туда и не туда. Вам как будто нужно быть кошкой, которая гуляет сама по себе. И беречь себя. И если даже это касается внешних событий, может быть, на улице, вы случайно оказываетесь в толпе, вам в другую сторону тоже. Берегите себя. Хоть карта напрямую и не говорит как бы о каких-то, ну, таких серьезных предупреждениях или предупреждениях. Здесь вам тоже карты не показали. Но все же я, когда выпадает карта Луна, я всегда это озвучиваю. Потому что есть, может быть, какой-то штрих, маленькая деталь, но на это нужно обратить внимание. Вас, по крайней мере, это бережет какая-то осторожность и интуиция, безусловно. Но какая-то муть непонятки, хочется сказать, уходит. По сути дела, точно, потому что нового войдет в вашу жизнь? Королева мечей, прообраз Юдифи. Ну и, безусловно, это ваша карта. Это какое-то однозначное решение. И, как известно, Юдифь отрезала, так отрезала. И значит, будьте готовы к тому, что придется корректировать планы. Может быть и так. Причем надейтесь сами на себя. Это карта независимого человека. Но эта независимость, она не рождается из споров, конфронтаций. Нет, а королева мечей, то, что она задумала, она готова выполнить в одиночку. И она тоже понимает, чем меньше людей знают, тем надежнее ее положение, ее статус. Может быть, кому-то придется отправляться к юристу, к адвокату или к какому-то специалисту узкому. Я такое допускаю.
Давайте узнаем, что нового. Что нового, какая-то будет или информация, или поворотный момент. Я всегда говорю по тузу жезлов, он словно делит нашу жизнь на период до и после. Вот вы как подходите к какому-то пункту, или знаете, это как на границе какой-то столб, ну так, альтернативно, да, или аллегорически говоря, когда жизнь ваша, вот она была до этого периода, а теперь будет после. Давайте карту совет. Что-то интересное. Буду благодарна вашим комментариям. Да точно, посмотрите. Тут не только какая-то история, которая зависла, да, мы говорим, но по девятке мечей долгое время мы как будто сами жили вот в этих потемках. Мы не знали, как правильно. Или мы воспринимали что-то, ну, несколько однобоко. Ведь девятка мечей– это карта искаженного восприятия. Поэтому тут нужно быть реалистом от начала до конца. А по восьмерке жезлов это у нас еще, знаете, во-первых, это карта скорости. И, кстати, в некоторых колодах это карта трансформации, причем такой доброй. Но начинается это с какого-то поворотного момента, когда мы получаем либо письмо, либо бумагу, либо известие, ну, может быть, телефонный разговор, сообщение в мессенджерах. Мы себе говорим «пора». И здесь вот нельзя времени терять. Может быть, и придется, правда, официальные лица, какие-то инстанции, ну, может быть, разузнать, опять же, какой-то вопрос. Вам некогда будет скучать, мои дорогие водолеи. Как будто жизнь вместо вот этой паузы или с какого-то бесконечного, может быть, дождя вот уже заканчивается вот этот как период небытия. Солнце уже на восходе. Но и времени-то нельзя потерять, упустить, потому что по восьмерке жезлов это буквально мы можем что-то услышать, получить, узнать, и нам нужно после этого каким-то образом действовать. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. А я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние и добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой телеграм-канал, читайте мои публикации, я оставлю ссылки в описании под видео, и на сайт мой тоже. И на телеграм-канале я собираю разного рода контент, как из каналов YouTube, так и с моего сайта. Может быть, для кого-то в одном месте переходы будут более удобны, а я вам буду искренне рада. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.